Сын мой, я ждал тебя. Не за твое совершенство, не за твои оправдания, не за твои молитвы, окутанные стыдом. Я ждал ты, точка на мгновение твое сердце разорвется не на куски, а на целую ясность. На мгновение шум мира стихнет достаточно, чтобы ты услышал то, что всегда звало тебя, точка это не совпадение. Это божественное предопределение. Вы нашли это сообщение не по ошибке. Никакой алгоритм, никакая случайность не привели вас сюда. То, что привело вас в этот самый момент, было вашим судьба, запутавшись со священным обещать слишком древние, чтобы их стереть, и слишком личные, чтобы делиться ими с кем попало. Еще до того, как ты успела назвать свою боль, я уже чувствовала ее. Когда ты безмолвно рухнула, думая, что никто не видит, я была рядом, не наблюдала издалека, а держал тебя в буре. Каждый безмолвный крик, каждую неотвеченную молитву, каждую слезу, высохшую, прежде чем она успела упасть. Я собрала их. Вы, возможно, думали, что дверь был закрыт, что ты упустил свой момент, что благословение прошел мимо. Но услышь меня ясно сейчас, я так и не закрыл дверь, точка это ты ушел. Раненый, сбитый с толку, измученный. И все же я не отрывал глаз от твоего пути. Я видел предательства, которые ты пережил, ночи, когда ты не мог дышать под тяжестью нехватки любви, деньги, смысла. Я видел, как другие недооценивали твое молчание. Я видел, как ты чуть не утонул в вещах, которые не выбирал, но все еще нес в себе, и я ждал. Терпеливо. Молча. Вечно. Потому что этот момент, прямо здесь и сейчас, всегда был частью плана. Ты просто не знал об этом. Но я сделал. Теперь вы находитесь в Доме Божьем. Видите ли, правда такова. Я здесь не для того, чтобы напоминать вам о ваших неудачах. Я здесь, чтобы пробудить твое наследование. Тебе не суждено было жить в духовной нищете. Тебе не суждено было чувствовать себя таким потерянным, таким невидимым, таким побежденным. Тот голос в твоем разуме, который говорил тебе: «Ты опоздал, ты слишком много грешил, ты зря потратил свой шанс», это был не я. Это была ложь, которая пыталась заблокировать дверь, я всегда оставлял открытым. Дитя мое, ты стоишь на краю чуда. Но ты должен оставаться со мной до конца, потому что то, что я собираюсь показать тебе, разрушит все ограничения, сковывающие твою жизнь. Секрет я спрятался на виду, ключ который может быть передан только в ваши руки. После вы услышали все сообщение целиком. И я говорю вам, то, что вы потеряли, не исчезло, а оно было сохранились к назначенному времени. И это время настало. Я не просто хочу тебя исцелить. Я хочу восстановить тебя. Я хочу преобразить саму фундамент вашей жизни, ваш вера, твои финансы, ваши отношения, ваши мечты. Я хочу показать вам божественный избыток. Это всегда было твоим наследованием, не заработано делами, но разблокированный веронос. Слушайте внимательно. Враг больше всего боится, что вы услышите это послание от начала до конца. Потому что в нем план, завет, очинье откровение, который сломает недостаток поколений и откроет шлюзы богатства, мир и цель. Поэтому я говорю еще раз, оставайтесь до конца, оставайтесь на молитву, это отметит ваш дух. Оставайтесь для обещать, который носит ваше имя. Оставайтесь, потому что это не просто видео. Это божественное назначение, вечное семя, а урожай давно пора было сделать. Вы можете чувствовать себя усталым, разбитым, стыдным. Но я не такой. Я готовый, я всегда был готов. И сейчас вы наконец-то слушаете. Потому что, сын мой, я ждал тебя. Ты научился жить с ранами, которых никто не видит. Шрамы, которые не скроет улыбка.
Ты стал экспертом в том, чтобы выглядеть сильным, пока твой дух тихо истекает кровью. Мир видит, как ты действуешь, но я вижу, как ты выживаешь. Я вижу ночи, когда ты лежишь без сна, глядя в потолок и гадая, сколько еще сможешь притворяться. Я вижу бедность не только в вашем кошельке, но и в вашем душе, точка пустоты, которую деньги не могут решить. Усталости от мечты, которая кажется слишком далекой. Глубокая боль невидимые битвы, отказы, предательства, потери, о которых вы никогда никому не рассказывали. Вы носите воспоминания, которые отзываются эхом в вашем теле. Не просто мысли, а чувства, похороненные слишком глубоко, чтобы их назвать. И эти чувства говорят. Они шепчут ложь, тебя недостаточно. Тебе никогда не освободиться. Ты всегда будешь позади. Все остальные избранные, кроме тебя, но я был там. Я видел, как все началось. Я видел, как тебя впервые оставили позади. Я видел работу, которая разрушила твою уверенность. Любовь, которая тебя подвела. Предательство, лишившее тебя невинности. И я не отвернулся. Даже когда боль прошла и мир изменился, я остался. Я остался. И вот правда, которую вы никогда не произносили вслух. Самое тяжкое бремя для вас – это не то, что с вами произошло, а то, сколько этого все еще живет в вас. Он контролирует то, как ты видишь себя. Как ты видишь меня. Как ты видишь свое будущее. Каждая закрывающаяся дверь напоминает тебе тот же старый голос. Теперь это просто твоя жизнь. Но это ложь, потому что теперь я прихожу не для того, чтобы стереть твою историю, а чтобы освободить тебя из тюрьмы. Так стало. Не нужно забывать. Не нужно притворяться, что тебе не больно. Не нужно изображать радость или надевать маску духовности. Я никогда не просил тебя делать вид, будто тебя это не ранит. Я лишь прошу об этом, впусти меня. Позволь мне прикоснуться к тому, что они не смогли исцелить. Отпусти меня туда, где твои силы иссякли. Ты выполнил свою часть. Ты выстоял. Ты выстоял. Но теперь я прошу тебя поверить, что я могу сделать то, что ты не можешь. Только теперь со всем этим можно жить, не разрушая себя. Вы столкнулись с бедностью не только в финансовой форме. Вы знали эмоциональную бедность, когда ты отдавал все, что мог, людям, которые тебя истощали. Ты попробовал духовная нищета, молишься, постишься, ждешь, но чувствуешь, будто твои слова терялись в воздухе. И ты жил реляционная бедность, окружены людьми, но жаждут настоящей связи. Каждая часть вас научилась решить, регулировать, справляться, но, дитя мое, я создал тебя не для того, чтобы ты справлялся. Я создал тебя для того, чтобы ты царствование. И я знаю, в глубине души ты уже начал верить, что уже слишком поздно. Ты думаешь, что твое чудо упустило свой момент. Но ты ошибаешься. Твое чудо не ушло. Оно ждало. Так же, как ждал я. Потому что благословение я собираюсь выпустить не для той версии тебя, которая притворялась, а для той версии тебя, которая есть наконец то реально. Я обращаюсь к тебе, которая устала от церковных штампов. К тебе, которая перестала быть сильной ради всех остальных. К тебе, которая выживала месяц за месяцем, мгновение за мгновением, боясь мечтать слишком много, потому что разочарование научило тебя ожидать слишком малого. Я обращаюсь к тебе настоящей, к той, которая боится снова надеяться. Но услышь меня, это послание – сдвиг. Именно в этот момент засуха заканчивается. Не боль тебя дисквалифицировала, а то, что тебя определило. Потому что теперь ты достаточно пуст, чтобы наполниться.
Теперь ты достаточно тих, чтобы услышать меня. И теперь ты достаточно отчаян, чтобы принять без гордости. Послушай меня. Есть выход, вы не были рождены для этого цикла достаточно. Вы не были созданы, чтобы просыпаться в тревоге, засыпать в оцепенение и повторять жизнь без радости. Это не твой завет, это не твое наследование, это не богатство мира, смысла, обеспечения. Все это принадлежит тебе. Но ты должен перестать соглашаться с ложью, которая говорит, что ты недостоин. Перестань съеживаться. Перестань мириться. Перестань говорить: может быть, это все, что у меня есть. Потому что это не все, что вы получаете. Это док вашему прорыв, это момент перед сменой. Но вы должны остаться. Оставайтесь, чтобы услышать план «Я собираюсь раскрыться». Оставайтесь до конца, потому что я расскажу вам молитва над вашей жизнью, которая активирует то, что дремало. И вы узнаете, что это реально, не потому, что ваши чувства изменятся, а потому, что что-то глубоко внутри воздух скажет: это тот момент, которого я ждал. Если хотя бы одна фраза нашла отклик в ваших костях, то это послание для вас, а не для человека рядом с вами, ты. Да, ты тот, кто хочет тихо сдаться, тот, кто улыбается, тонув, тот, кто все еще верит, что сквозь трещины пробьется лучик света. Я говорю вам, это будет. Но не держи этот момент в себе. Есть и другие, такие же, как ты, те, кто чувствует себя забытым, брошенным, обделенным вниманием. Так что остановись прямо сейчас, только поставьте лайк этому видео, не для алгоритма, а как акт веры. В знак того, что вы принимаете это слово. Что вы говорите: «Боже, я все еще здесь. И я все еще слушаю. Потому что я все еще говорю». Благословение уже достигает вас, но ваше соглашение активирует его. Каждое слово, которое вы слышите, часть божественного замысла, избыток, урожай, исцеление, оно начинается с «да». «Да», которое говорит: «Даже если я устал, я выслушаю. Даже если я не уверен, я доверюсь. Итак, если вы все еще со мной, я знаю, что вам не просто любопытно, вам назвается это сообщение не для масс. Оно для выбранной. И избранным не дано жить обычной жизнью. Оставайтесь до конца. Чудо ближе, чем когда-либо. Но вы должны увидеть его полностью. Потому что секрет находится в процессе разворачивания. И ключ не появится до последнего слова. Ты научился жить с ранами, которые никто не видит, но тебе больше не нужно этого делать. Теперь ты можешь жить со мной. И со мной вы живете в победа. Ты пытался двигаться дальше. Ты пытался жить так, будто этого никогда не было. Ты пытался отмолить это, похоронить, отвлечься делами, рутиной, служением или ответственностью. Ты пытался стереть прошлое, не осознавая, что твоя душа все еще пропитана воспоминаниями. Ты скрывал боль за действиями. Ты хоронил ее под достижениями. Ты улыбался сквозь свою сломленность, надеясь, что времени будет достаточно, чтобы стереть то, с чем ты не справился. Но время не лечит все раны, правда есть. А правда такова: вы не сможете исцелить то, что продолжаете отрицать. Вот почему это все еще больно. Вот почему даже сейчас, когда ты один и никто не видит, ты все еще чувствуешь боль от моментов, которые ты так и не прочувствовал. Отвержение, которое ты преуменьшил. Травму, которую ты так и не назвал. Стыд, который ты пытался окрестить молчанием. Это боль. Она не ушла, она лишь углубилась. И в своей тишине она правила. Не громкими приказами, а едва различимыми решениями.
Ты сказал «нет» возможностям не потому, что не был готов, а потому, что все еще был ранен. Ты сам саботировал благословения, потому что часть тебя не верила, что заслуживаешь их. Ты соглашался на меньшее, потому что в глубине души все еще носил в себе ложь, которая гласила «это все, чего я стою». Но я никогда не просил тебя притворяться. Я никогда не просил тебя стереть прошлое. Я никогда не просил тебя забыть боль или преуменьшить твои страдания. Некоторые шрамы никогда не исчезнут, но они больше не должны вами управлять. Я пришел не для того, чтобы посрамить твою слабость, но чтобы искупить свою историю. Взять тот самый знак, который враг пытался использовать против вас, и превратить его в знак вашего помазания. А теперь, дитя мое, я хочу напомнить тебе об одной из моих дочерей, женщина со шрамом настолько глубоким, что вся ее личность была окутана им. Женщина, настолько одаренная своим прошлым, что даже ее имя в Священном Писании стало отражением того, что она несла в себе. Ее звали Мария Магдалина. Для всего мира она была той, у кого было 7 демонов. Та, у кого была репутация. Та, о которой шептались в обществе. Ее боль была очевидна, но ее сердце было скрыто. Люди видели ее позор, но никогда не узнавали ее историю. Но я видела ее до ее исцеления. Я видела ее в ее мучения. Я видела ее, когда мир ее не замечал, когда она хотела лишь покоя, но не могла найти выхода из своей тьмы. Видишь ли, я не ждал, пока она наладит свою жизнь. Я не ждал, пока она приведет себя в порядок или закроет свои шрамы. Я встретил ее именно там, в ее мучениях, в ее сломленности, в ее духовной нищете, и в одной встрече я изгоняю всех демонов. Не просто освободить ее, но и дать ей новую личность. И вот чудо, я выбрал ей быть первым свидетелем воскресения. Из всех апостолов, священников, вождей я выбрал тот, у кого самое болезненное прошло и нестепосланиеновая жизнь. А теперь остановитесь и позвольте этому пронзить вашу душу. А что, если то, что дискредитировало тебя в глазах людей, это именно то, что я собираюсь использовать, чтобы возвысить тебя? Мэри не могла стереть свое прошлое. Но ей больше не нужно было его скрывать. Потому что после того, как я коснулся ее, прошлое больше не имело над ней власти. Оно стало ее свидетельством. Ее шрам стал ее корона-женщина, которую мир называл сломленной, стала голосом, возвестившим народам о воскресении. И, дитя мое, я собираюсь сделать то же самое для тебя. Итак, позвольте мне спросить вас, от чего ты бежал, а я все ждал возможности искупить это? Какую часть своей истории вы похоронили так глубоко, что даже боитесь к ней прикоснуться? Какое воспоминание вы все еще храните в молчании, надеясь, что никто больше о нем не вспомнит? Какую вину вы окрестили ростом, когда на самом деле вы просто избегали исцеления? От какого обещания вы отказались, потому что считали себя слишком ущербными, чтобы его получить? Видишь ли напряжение, которое вы чувствуете не потому, что ты слаб, а потому, что неисцеленные части тебя пытаются вырваться на свободу? Вот почему ты чувствуешь себя застрявшим. Вот почему никакая мотивация, вдохновение или даже проповеди не могут помочь. Потому что тебе не нужно другое сообщение, тебе нужен я, тебе нужен тот, кто видит сквозь маску и все равно зовет тебя достойный. Вам нужен тот, кто никогда не требовал вашего совершенства, только вашего разрешения. Впусти меня в боль, которую ты скрывал. Позволь мне вернуть тебя к моменту, когда ты закрылся. Потому что я не могу исцелить то, чего ты притворяешься несуществующим. И я не пришел осуждать тебя, я пришел восстановить то, что украл стыдя, пришел, чтобы вернуть тебе твой голос, твое зрение, твой ценить. Я пришел напомнить вам, твои шрамы не проклятие.
Они – свидетельство того, что ты выжил. Когда Томас усомнился, что я ему показал, мои шрамы – не мой венец. Не мои чудеса – мои шрамы, потому что это были раны, которые доказали воскресение было реальным. И то же самое относится к тебе. Твои шрамы священны. Это не признаки поражения, это признаки возрождения. Они говорят: «Я прошел через ад, но не остался там. Я истекал кровью, но не умер. Меня похоронили, но я воскрес». И теперь я призываю вас восстать, не отрицая прошлое, а больше не позволяя ему определять вас. Вы больше, чем то, что было. Вы больше, чем то, что они говорили. Вы больше, чем грех, борьба, молчание. Ты моя. И, дитя мое, я не смотрю на тебя через призму неудач. Я смотрю на тебя через призму завет. Ты был избран задолго до того, как боль коснулась тебя. Ты все еще избран, потому что боль не отменила твоего призвания. Она подготовила тебя к этому. Позвольте мне спросить вас еще раз, готовы ли вы перестать притворяться и начать исцеляться? Потому что я не могу благословить маску, которую ты носишь. Я могу благословить только настоящего тебя. Я не могу излить избыток в жизнь, построенную на отрицании. Но я затоплю честное сердце. Я переполню сдавшуюся душу. Я изолью больше, чем ты можешь вместить, если только ты дашь мне место. Ты думал, что двигаться дальше значит забыть. Но я говорю тебе, двигаться вперед означает вспоминать. По-другому это значит смотреть на свой шрам и говорить: «Да, это было, но посмотри, что Бог сделал после». Это значит не скрывать свое прошлое, а принимать его с достоинством. Не стирать свою боль, а выкупая его. Итак, сделайте глубокий вдох. Вам не нужно притворяться. Внутренняя борьба подходит к концу. Хватит притворяться. Хватит прятаться. Хватит нести вину, словно это часть вашей личности. Этот стыд не ваша личность, это неудача, не твое будущее, это разбитое сердце, не конец твоей истории. Потому что сегодня, прямо здесь, и я пишу новая глава. Но ты должен впустить меня. Не в отполированную версию твоей жизни, а в те ее части, которые еще не зрелые. Те, что все еще болят от прикосновения. Именно в этих местах я больше всего хочу поселиться. Я никогда не боялся твоих ран. Я был ранен за тебя. И теперь я говорю, не нужно забывать. Не нужно притворяться. Нужно просто прийти. Позволь мне полюбить твой шрам. Не потому, что он не имел значения, а потому, что он больше не имеет значения. Определите, кто вы. Это тот самый момент. Не отворачивайся. Не откладывай исцеление снова. Оставайся со мной до конца этого послания, потому что следующая часть откроет тот самый ключ, который ведет к вашему трансформации, священной дверью открывается. И на этот раз мимо этого не пройдешь. Ты пройдешь через это. Израненный. Но больше не разбитый. Избитый. Но больше не сломленный. Ты все еще мой. И я еще не закончил. Ты верил, что потерял сердце. Ты думал, что боль разрушила его по кусочкам за годы молчания, разочарований и борьбы за выживание. Ты думал, что твоя мягкость сменилась твердостью. Что твоя вера растворилась в реальности. Что те части тебя, которые когда-то доверяли, мечтали, верили, умерли где-то по дороге. Но слушай теперь, слушай внимательно, я был там. И я хранил то, что ты считал потерянным. Я сохранил твою нежность. Я сохранил твою смелость.
Я сохранил правду, кем ты был, когда никто другой этого не мог видеть, даже ты сам. И я охранял это не для того, чтобы наказать тебя, а для того, чтобы сохранить тебя. Я ждал момента, когда ты будешь готов не бороться за это, а получить его обратно. Потому что, дитя мое, правда в том, что ты никогда по-настоящему не терял его. Ты лишь похоронил его под жизнью, о которой не просил. Ты научился выживать, а не чувствовать. Ты научился действовать, а не исцеляться. Ты научился улыбаться, когда душа болела, и говорить «все хорошо», когда едва мог дышать. А я все это видел, я никогда не отворачивался. Я никогда не терял тебя из виду. Даже когда ты тонул в ожидании, что ты будешь сильным, я шептал тебе: не обязательно быть сильным, достаточно быть честным. Теперь я призываю вас принять самое важное решение в вашей жизни не между добром и злом, а между онемение и уязвимость. Между бедность и изобилие не только финансов, но и сердце между мировым определением успеха и мое божественное определение сдачи. Потому что есть моральная дилемма внутри тебя, происходит нечто. Ты воюешь с двумя версиями себя, одной, сформированной травмой, и той, которую я создал в истине. Одна говорит: защищай себя любой ценой, другая шепчет: доверься мне всем сердцем. Одна движима страхом, другая — вера. Один строит стены, другой открывает двери. И благословение, дитя мое, благословение стоит на стороне настоящего тебя. Не тот, кто осторожен. Не тот, кто озлоблен. Не тот, кто играет по-скромному, чтобы избежать разочарований. Версия вас, которая получит богатство, то чудо, то урожай – это версия, которая выбирает правду вместо защиты. Честность вместо эффективности – точка сердца над изображением. Позвольте мне задать вам вопрос, который затрагивает очень глубоко. А что, если та самая сила, которой вы так гордитесь, стала стеной, которая блокирует ваш прорыв? Тебя хвалили за твою силу. За то, что ты не плакал. За то, что ты все это пережил. Но выживание – это не избыток силы, это не всегда мудрость. А независимость, если она основана на страхе, это изоляция, а не свобода. Я не создал тебя для того, чтобы ты стоял один. Я создал тебя для того, чтобы ты потока с моим духом. Принимать. Сотрудничать. Наследовать. И вот ваше привилегированное знание. Немногие это знают, но это мягкое сердце, а не твердый, который несет в себе величайшее богатство в царстве. Это открытые руки, а не сжатые кулаки, которые ловят дождь небес. Поэтому я спрашиваю еще раз, что должно измениться в тебе, чтобы получить благословение, которое я готовлю? Перестань играть для меня. Меня никогда не впечатляла твоя маска, я ждал твоей честности. Перестань себя стыдить. Я уже заплатил. Долг списан. Вам нужно перестать молиться со страхом и начать провозглашать с верой. Вы не выпрашиваете объедки. Вы, претендуя на свое наследство. Вы должны начать жить как обещание уже в пути, потому что так и есть. Он не приостановлен из-за вашей неудачи. Он не отложен из-за вашей ошибки. Он ждет выравнивания точка, чтобы твое сердце наконец поверило, что ты достоин получить. Позвольте мне прояснить, вы не пытаетесь получить то, что я уже подготовил. Вы просто позиционируете свое сердце, чтобы открыть дверь. Потому что вот реальность, с которой вам придется столкнуться. Богатство без идентичности станет проклятием, к благословению без смирения разрушит то, что от тебя осталось. Вот почему я его удержал не в наказание, а для защиты. Ты молился о чудо, но я готовил ваш фундамент, вы просили о дополнительном доступе, но я работаю над вашей емкость. Потому что худшее, что я могу сделать,
это благословить тебя прежде, чем ты будешь готов это нести. Так вот, это решение. Вернись к своему сердцу, дочка, не тот, что изуродован миром, а тот, что я создал в тайном месте. Ребенок в тебе. Мечтатель. Любящий. Верующий. Пусть они восстанут вновь. Пусть прольются слезы. Пусть вернется нежность. Пусть броня спадет. Потому что то, что грядет, нельзя переносить с цинизмом. Его нужно принять сполна. Вера. Позвольте мне привести вам священное сравнение. Бедность говорит: я должна копить то немногое, что у меня есть. Богатство говорит: я верю в божественное восполнение. Стыд говорит: я слишком сломлен, чтобы меня использовать. Грейс говорит: я имею на это право, потому что я исцелилась. Мир говорит: успех достигается сам собой. Небеса говорят: успех ведом духом. Враг шепчет: слишком поздно. Я заявляю: время пришло. Так, какую сторону истории вы выберете для жизни? Какому внутреннему убеждению вы все еще верны, что держит вас в состоянии духовного голода? Дитя мое, если ты просто отбросишь свою гордость, свое прошлое и свое давление, чтобы все было хорошо, я изолью на тебя больше, чем ты мог себе представить. Это не мотивационное послание. Это божественная транзакция. Ты отдаешь мне свое защищенное сердце, и я возвращаю тебе твое изначальное «я», цельный, нежный, бесстрашный и свободный. Но вы должны сделать первый шаг. Вы должны честно взглянуть на себя и спросить: живу ли я так, будто я избран? Говорю ли я так, будто я благословен? Сею ли я семена веры или семена страха? Готовлю ли я место в своей жизни для того, чего, как я говорю, я жду? Потому что это предвещие я даю вам. То, к чему вы готовитесь в тайне, станет явным на публике. Тайное решение вашего сердца – это план вашего урожая. Если вы хотите избыток, вы должны стать сосудом, который может его вместить. Я призываю тебя измениться сейчас. Не завтра. Не когда тебе станет лучше, сейчас. Начни говорить по-другому. Ходить по-другому. Дарить по-другому. Верить по-другому. Не жди доказательств. Создай его через послушание. Благословение высвобождается со скоростью смирения. Ни стремления, ни контроля. Просто смирение. Ты считал, что потерял сердце. Эта боль лишила тебя способности чувствовать, любить, доверять. Но я говорю тебе сейчас, я сохранил его, я сохранила то, что было в тебе святого. И теперь возвращаю тебе каждую частичку, одну за другой. Твою нежность, твою смелость, твою радость, твой голос, твои мечты. Верните их обратно. Не со страхом, а с верой. Они не являются пережитками прошлой жизни. Они ключи в ваше будущее. И если ты слышишь меня сейчас, значит, ты готов. Ты не отстал. Ты не забыт. Ты не опоздал. Ты именно там, где вам нужно быть, чтобы я сделал именно то, что обещал. Пусть трансформация начнется не в вашем окружении, а в вашей душе. Потому что только настоящий ты можешь войти в дверь, которую я открываю. Не ты в маске, не стремящийся ты, только правда ты. И та версия тебя, та, которую я всегда видела, теперь готова. Не чудо-ужа началось. Ты бежал, но не от меня. Ты бежал от тяжести, от давления, от сокрушительного ожидания, что ты должен быть чем-то большим, отдавать больше, доказывать больше.
Ты бежал от взглядов тех, кто тебя не видел, а лишь осуждал. Ты бежал от тяжести, которая была не от греха, а от непонимания. И в своем бегстве ты говорил себе: может быть, и я вернусь, когда стану сильнее. Может быть, когда я буду целостной. Может быть, когда мне станет лучше. Но я говорю вам сейчас, мои возлюбленные, мне никогда не нужна была твоя сила. Мне нужна была лишь твоя капитуляция. Ты не бежал от моего сердца, ты бежал от того, что люди возложили на твои плечи во имя мое. И я понимаю это. Я горевал, когда ты чувствовал, что должен заслужить то, что я уже обещал. Я плакал, когда они стыдили твои вопросы, заглушали твою скорбь или торопили твое исцеление. Я все это видел. Но послушай меня, я не отворачивался. Я ждал. И вот я здесь не позади тебя, а прямо перед тобой, открывая путь, которого раньше не было. Путь, проложенный сквозь твою слабость, твою надломленность, твою честность. Потому что твоя уязвимость – это не твоя неудача, это твой алтарь. Пространство, где я встречаю тебя без доспехов. Земля, где моя нежность может пустить корни. И то, что ты назвал разрушением, я называю возможность, то, что вы видели как конец, я называю началом. Там, где другие видели неудачу, я заложил фундамент для реконструкции. Ты видишь пепел, я вижу каркас славы. Воспоминания о том, кем ты был раньше, причиняют тебе боль. Ты чувствуешь, будто потерял что-то важное. И да, кое-что действительно погибло в этой пустыне. Какие-то мечты были разрушены, какие-то отношения раскрыты, какие-то иллюзии разбиты. Но я позволил всему этому рухнуть не для того, чтобы наказать тебя, а чтобы очищать ты. Потому что то, что ты собираешься нести, не может сосуществовать с тем, что когда-то тебя определяло. Ты не возвращаешься к тому, кем был. Ты становишься тем, кем родился. И теперь я говорю благословение над тобой не как желание, а как духовный указ. Я благословляю твое сердце, чтобы оно снова чувствовало без страха. Чтобы оно снова доверяло, не готовясь к предательству. Я благословляю самую глубинную часть тебя, ту часть, которая все еще шепчет, безопасно ли быть увиденным. И я заявляю, да, теперь это безопасно. Я благословляю твой разум, когда-то терзаемый сомнениями и излишними размышлениями. Я разрушаю все ментальные шаблоны, заставлявшие тебя переосмысливать прошлую боль, и называю это мудростью. Я говорю ясностью твоими мыслями, мир над вашим сном и зрение над твоим будущим. Буря разгорается. Туман рассеивается. Благословляю твое тело, измученное стрессом, скрытой скорбью и тайным напряжением. Я дышу отдых, пусть ваша грудь легко раскроется, дыхание станет свободным, а энергия вернется не от кофеина или адреналина, а от моего духа, возрождая вас изнутри. Я благословляю ваши отношения. Те, что закончились, я чту. Те, что причинили боль, я разрываю. А те, что посылаю, я готовлю. Вы не повторите старые циклы. Вы не притянете то, что когда-то ранило вас. Вы не сломлены, вы, становясь целым, и целостность притягивает целостность. Вы будете видимый. Вы будете любил. Вы будете праздновали в нужных местах. Я благословляю ваши финансы не только деньгами, но и божественная стратегия, мудрое управление и открытые небеса там, где когда-то был страх перед нехваткой, теперь будут свидетельства обеспечения там, где вы когда-то суетились, чтобы выжить, теперь вы будете расположены так, чтобы переливаться. Я отпущу возможности, ресурсы и соединения вы не ожидали. Не потому, что вы их просили, а потому, что вы были в гармонии со своим наследованием.
Я благословляю твой голос. Тот, который ты заставил замолчать, чтобы избежать конфликта. Тот, который ты приглушил, чтобы сохранить мир. Тот, который ты пошел на компромисс, чтобы быть принятым. Я восстановлю его полную громкость, его авторитет, его помазание. Ты снова заговоришь смело. Ты снова споешь свободно. Вы снова заявите не от религии, а от откровения. И теперь я благословляю твое будущее. Тот, кого ты тайно боялся, может никогда не прийти. Я провозглашаю божественную перезагрузку каждой задержки, каждого отклонения, каждого украденного года. Я искупаю время. Я искупаю невинность. Я искупаю дороги, которые казались тупиками. Я Бог, который восстанавливает и превосходит. Ваши последние дни будут больше, чем прежние. Ваша последняя радость будет полнее, чем ваши прошлые скорби. И ваша последняя сила будет непоколебимой, потому что он не будет построен на производительности, он будет основан на присутствии. Вам не нужно этого заслуживать. Вам не нужно прилагать усилия. Вам нужно только получать. Позвольте мне вложить это в ваши руки сейчас открытые, дрожащие, пустые руки. Вы не слишком опоздали. Вы не слишком далеко. Вы не слишком сломлены. Вы как раз вовремя точка трансформация. Так что отдохните. Впустите это, пусть благословение коснется вас, пусть оно проникнет в те трещины, которые ты спрятал. Пусть оно найдет тебя в тех местах, которые ты считал слишком разрушенными, чтобы что-то значить. Тебе больше не нужно притворяться. Тебе больше не нужно быть сильным. Тебе просто нужно быть истинной. И я, твой Бог, буду верный, чтобы закончить то, что я начал. Теперь остановитесь. Дышите. Ощутите этот момент. Что-то вечное высвобождается, что-то меняется внутри тебя. Тебе не нужно возвращаться к старой версии себя. Тебе не нужно заслуживать чье-либо одобрение. Тебе нужно лишь согласиться со мной. Согласиться с тем, что ты выбранный согласен, что ты любил согласен, что ты достойный благословения. Пусть исцеление завершит то, что началось с болью. Пусть благословение восстановит то, что украла рана. Пусть чудо-то, что началось в тайне, теперь разворачивается на виду. И если вы чувствуете, как эта истина поднимается внутри вас, если что-то внутри вас горит, болит или разрывается, то я спрашиваю вас сейчас, комментарий ниже. Напишите свое соглашение. Произнесите его своими словами. Свидетельствуйте о том, что знает ваша душа, даже если ваш разум еще не до конца осознает. Сказать «Я получаю это благословение». Сказать «Я отдаюсь процессу». Сказать «Я больше не буду бежать, я буду строить заново». Ваши слова эхом вернутся к вам. Они станут памятными камнями в вашей истории. И другие те, кто молча наблюдает, молча разрушает, найдут храбрость посредством вашего заявления. Ибо то, что я делаю в вас, не утаится. Это момент, когда заканчивается боль и начинается обещание. Это тот момент, когда потеря уступает место наследию. Это тот момент, когда ты перестаешь выживать и начинаешь жизнь. Не как тень, не как воин, изнуренный битвой, но как ребенок-то дома, как сердце которой исцелен, как судно переполненный. Ты бежал, но теперь ты найден. И в моем присутствии ты будешь лишенничего. Прими это. Произнеси это. Проживи это. Ваше благословение здесь.
Отче, я прихожу к Тебе не с заученными молитвами или заученными словами, но с трепетным и открытым сердцем. Я прихожу от имени того, кто читает это, того, кто слушает, того, чья душа изранена жизнью, но не отпустила Тебя полностью. Господи, они, возможно, бежали не от Твоего присутствия, но от бремени, которое им не суждено было нести в одиночку. Возможно, они пытались вернуться к себе, полагая, что исцеление означает возвращение к прежней версии себя. Но теперь позволь Твоей истине воцариться в них, как святой ветер, вы не зовете их назад. Вы зовете их вперед. Ты, Боже, не Бог возвращения. Ты, Бог воскресения, тот, кто стоял у гроба и призвал Лазаря не к выздоровлению, а к новое начало. Как Ты сказал в Исаии 43, 18-19, «Забудьте прежнее и не думайте о прошедшем. Вот, я делаю новое, которое вот-вот возникнет, и вы не замечаете его. Так пусть этот ребенок постигнет это сейчас. Пусть он увидит, что этот момент не возвращение к тому, что было, а раскрытие того, что всегда было скрыто внутри него. Истинная личность, та истинная сила, та истинное помазание Ты защитил меня в такое время. Господь, Ты не переделываешь сломанные версии нашего прошлого. Ты рождаешь новые творения. Как сказано во 2 Коринфянам 5, 17, «Итак, кто во Христе, тот новая тварь, древнее прошло, теперь все новое». И поэтому я отпускаю это на них сейчас. Пусть старые циклы, старые ярлыки, старый стыд будут похоронены навсегда. Не временно замолчат, похороненный. Да начнется воскресение. Пусть теперь они получат не шумную силу, а поддержание силы сила, которой не нужно доказывать свою силу, она просто стоит на ногах. Сила, которая знает, кому принадлежит. Сила, укорененная глубоко, несокрушимая мнениями или результатами, потому что она исходит только из Твоего Духа. Пусть огонь, который когда-то погас, теперь горит в пределах устойчивой, святой, священной. Отче, благодарю Тебя за то, что каждая потерянная часть, каждая разбитая часть, которую они считали утраченной навсегда, не была уничтожена. Она была в Твои руки, и, как Ты сказал нам в Иаиле 2, 25, «Я воздам вам за годы, которые пожирала саранча». Мы получаем теперь не просто восстановление, а откровение не просто исцеление, но и урожай. Не только восстановление, но и награда. Ибо, Господи, как Ты показал нам через Марию Магдалину, величайшая награда достается не самым совершенным, а самым преданным. Не ее безупречная репутация сделала ее достойной стать свидетельницей Твоего воскресения, а ее доброе сердце. И теперь я молюсь, чтобы тот, кто слышит это, понял, и их боль не была дисквалификацией, это была подготовка. Вы сохранили их с определенной целью. Итак, верните его им в руки. Каждую часть, которую они считали утраченной. Верните его не как возвращение к прежнему «я», а как рождение нового себя. И пусть они восстанут, не как тень того, чем они были, но как откровение, кем им всегда было предназначено быть. Пусть они живут словами Иезекииля 36:26: «И дам вам сердце новое, и дух новый дам вам, и возьму с плоти ваше сердце каменное, и дам вам сердце плотяное». Пусть это будет тот самый момент. Абба, излей на них дух Твой. Пусть они почувствуют нежную тяжесть Твоей руки, возвращающей их нежность, их мужество, их огонь. Пусть тишина будет наполнена не страхом, наверное, пусть они больше не будут бояться тишины, но найдут Тебя в ней. Пусть они почувствуют не подавленными, но переполненной. И пусть они никогда больше не путают движение с прогрессом, шум со значением, а представление с присутствием. Пусть они примут неподвижность этой новой жизни, которую Ты творишь. И пусть их сердце наконец скажут не «возьми меня обратно», а «возьми меня вперед». Потому что Ты не Бог старых систем. Ты – Бог вечное преобразование.
И сегодня мы отказываемся не от того, что мы сделали, а от того, кем мы становимся. Во имя Иисуса. Аминь. Ты смотришь на себя и видишь усталость. Руки становятся тяжелее. Душа не так быстро поднимается. Огонь, что когда-то плясал в твоем сердце, мерцает, и ты думаешь, не погас ли он окончательно. Зеркало не лжет, но и не говорит всей правды. Потому что то, что ты видишь как потускнение, я вижу как мерцание перед возвращением пламени. То, что ты зовешь концом, я всегда называл серединой. То, что ты оплакиваешь как утраченное, я храню в безопасности. Ты смотришь на себя, но я смотрю на твою судьбу. Ты чувствуешь усталость, но я чувствую твою веру, погребенную, израненную, но живую. Позвольте мне повторить это снова, чтобы ваш дух услышал: вы не потеряли все. Вы не упали за пределы досягаемости. Я сохранил то, что было истинно в вас. Когда вы перестали говорить, я стал вашей безмолвной молитвой. Когда вы закрыли свое сердце, я остался внутри, нетронутой бурей. Это не трагедия. Это преображение. Мое обещание никогда не основывалось на вашем совершенстве. Оно основывалось на моем завете с вашим именем. И этот завет все еще жив. Пока ты чувствовал себя чужим самому себе, я знал тебя. Пока ты сомневался в своей ценности, я записывал твое наследие в небесной книге. И вот, возлюбленный, настал момент, которого ты ждал, даже не подозревая об этом. Поворотный момент. Это священное возвращение. Не к тому, кем ты был, а к тому, кем я создал тебя стать. Ты прошел сквозь огонь, и огонь не пожрал тебя. Он очистил тебя. Ты говоришь, что у тебя больше нет света. Но я вижу масло в твоем светильнике. Ты говоришь, что твои молитвы иссякли. Но я сохранил каждую слезу, как священный дождь для твоей жатвы. Ты говоришь, что ты зашел слишком далеко. Я говорю, что ты стоишь именно там, где моя благодать может найти тебя. И не просто найти, благословить тебя. Это святое благословение, рожденное не твоими усилиями, а моей вечной любовью. Такое благословение, которое не требует твоего резюме, а твоего «да». Такое чудо, которое появляется, когда твои руки пусты, чтобы я мог наполнить их больше, чем ты просил. Дитя обещаний, я никогда тебя не покидал. Ты думал, что одинок. Но когда ты молчал, я обнимал тебя. Когда ты прятался, я оберегал тебя. Когда твои силы иссякали, я нес тебя на руках. И теперь, когда ты снова поднимаешь взгляд усталый, скептический, дрожащий, я говорю это силой, я не новинка в твоей жизни. Я непрерывность. Я тот же Бог, который начал путь, и я завершу то, что начал в тебе. Вы смотрите на себя сегодня и чувствуете помутнение. Вы видите меньше блеска в глазах, больше усталости в походке. Меньше веры в сердце, больше сомнений в молитвах. Вы спрашиваете себя, когда произошла эта перемена, когда вы перестали мечтать вслух, когда вы перестали ожидать чудес, когда вы начали называть выживание успехом. Вы научились управлять своей жизнью, как тихое смирение. Вы приняли усталость как должное. Но послушай меня сейчас, я никогда не смотрел на тебя так. Вы видите трещины. Я вижу, свет пытается пробиться. Ты думаешь, что все кончено. Я называю это пробуждение. Там, где ты увидел свою последнюю главу, я увидел тихое разворачивание не о том, что было, а о том, что наконец становится реальностью. Пока ты молчал, я не был далек. Я был, держа тебя, храня каждое невысказанное слово, каждый подавленный крик, каждый усталый вздох.
Когда ты пряталась от мира, я не терял тебя из виду, я хранял тебя. Не от боли, а от потери самого святого, что было в тебе, способности чувствовать, любить, мечтать, надеяться. И теперь, когда ты осмеливаешься снова поднять взгляд, усталый, нерешительный, открытый, я здесь не как чужак, не как далекая сила, а как непрерывность каждого мгновения, когда ты думал, что меня больше нет. Вы не все потеряли, вы еще не опоздали. Потому что то, что было в тебе настоящим, я сохранил. То, что было в тебе вечным, я защитил. И что было божественного в тебе, ваше призвание, ваша личность, ваше наследие, я возвращаюсь. Не в один драматический миг, а в тихом течении каждого дня, в который ты снова решаешь поверить. Это не конец, дитя мое. Это точка возврата, точка не к прежней версии тебя, а к новой правде того, кем ты был до того, как мир оставил на тебе шрамы. До того, как страх изменил твой голос. До того, как разочарование изменило твои желания. Это твое начало, не твой финал. Начало без масок, без притворства. Начало, где не нужно торопиться, чтобы наверстать упущенное, потому что время поджимает сейчас. Начало, где вам не нужно ничего объяснять или доказывать, потому что я уже знаю ваше сердце. Начало, где вы больше не одиноки, ни духовно, ни эмоционально, ни в своих целях. Потому что я с тобой. До конца. Так что не позволяйте этому моменту стать просто очередным, который исчезнет в памяти, пусть это будет вашим ответом. Я хочу пригласить вас, да, именно вас, совершить нечто смелое. Что-то незначительное внешне, но монументальное в духовном плане. Оставьте комментарий ниже, скажите что-нибудь настоящее. Отметьте этот момент. Пусть он не пройдет в тишине. Запишите, я принимаю это начало. Я иду вперед. Я уже не тот. Что бы ни горело в вашем сердце прямо сейчас, запишите это, и пусть это станет алтарем. Потому что, когда вы это произносите, вы подтверждаете это. Когда вы это печатаете, вы это активируете. Вы не просто реагируете на видео, вы отвечаете голосу Бог. И если вы еще этого не сделали, я призываю вас подписаться. Не из-за алгоритмов, не из-за цифр, а потому, что это место выделяется для божественной встречи. Каждое сообщение на этом канале построено как колодец, глубокая, священная, живая вода для тех, кто жаждет не шумихи, а исцеления. Если это слово встретилось вам сегодня, значит, вы не просто посетитель. Вы часть этого путешествия. Вас видят, выбирают, включают. И да, это еще не все. В следующем сообщении мы еще подробнее рассмотрим, как поддерживать чудо, которое вы только что получили. Потому что прорыв – это не финишная черта. Это шлюз к жизни, которую ты должен прожить. И я пойду с тобой каждый шаг, каждое учение, каждое слово. Не потому, что тебе нужно больше контента, а потому, что ты построен в такое судно, которое может нести наследие, нести свет, нести любовь, которая не разобьется, когда придут штормы. Позвольте мне оставить вас с этой последней истиной. Вы себя не дисквалифицировали. Вы не упустили свой момент. Вы не потеряли самое важное. Вы находитесь на полпути к возвращению, и возвращение – это не стыд, а восстановление. Речь идет о том, чтобы услышать шепот Отца: «Я никогда не злился. Я всегда ждал». Так что отдохните в этом, ты уже не тот, кем был. И это не потеря. Это чудо. Твоя новая сила не кричит. Она поддерживает. Ваша новая радость не развлекает. Она лечит.
Ваша новая вера не работает. Она корнит тебя в непоколебимом присутствии Бога. Перестаньте спешить. Перестаньте чувствовать вину. Перестаньте думать о необходимости все перестроить за одну ночь. Потому что я с тобой. До конца. До следующего сообщения оставайся открытым. Оставайся приземленным. Оставайся рядом со мной. И помни, дитя Божие, вы не потеряли свет, вы просто заново открываете его источник. Теперь идите вперед, не в страхе, не в замешательстве, а в уверенность. Потому что то, что начинается с Бога, не может потерпеть неудачу. Комментируйте. Подписывайтесь. Присутствуйте. И встретимся снова в следующий раз, где мы глубже погрузимся в тайну того, как нести, что вы сейчас получили. Это начало чего-то священного, и я буду здесь точка до конца.